Этот торт был приготовлен в честь особенного события, в честь 1000 подписчиков на моем канале. А теперь давайте посмотрим поэтапно. Первым делом сготовим начинку миндальное безе. Для этого на установленную водяную баню мы вливаем 80 граммов белков и сюда же сразу добавляем 100 граммов сахара. Все активно перемешиваем венчиком при постоянном помешивании. Готовим только на умеренном огне, не на высокой скорости. И как только весь сахар растворился, это как раз к 7 минутам уже происходит, выливаем сразу в другую чашу, чтобы остановить процесс приготовления, и начинаем взбивать. Взбиваем на средней скорости миксера до загустения, а затем добавляем 1 чайную ложку сока лимона и продолжаем взбивать. Активное время взбивания составляет от 8 до 10 минут. Здесь уже зависит от мощности вашего миксера. Главное, у вас должна получиться глянцевая, красивая и вот такого вот состояния меренга. Теперь добавляем сюда заранее обжаренные и обязательно остывшие миндальные лепестки. Хорошо перемешиваем, и наше миндальное безе уже готово для отсаживания. Я отсаживаю на пергамент из кондитерского мешка, просто мне так намного удобнее, но, конечно, можно отсадить и просто столовой ложкой. Главное учитывать нужные размеры. Вне зависимости, какой формы я буду отсаживать безе, в начинку для торта я готовлю его на 1 см меньше, чем бисквит. И отправляем в духовку на 1,5 часа при 90 градусах. А теперь приготовим заварной крем в начинку торта. Нагреваем в сотейнике 250 мл молока, а в отдельной чаше смешиваем 2 желтка, 15 граммов кукурузного крахмала и 1 пакетик ванильного сахара. Объединить все можно и венчиком, главное добиться однородности. К этому моменту молоко уже должно закипеть. Как только оно закипело, добавляем тонкой струйкой в желтковую массу. И как только все объединили, хорошо перемешали, возвращаем смесь в сотейник, будем нагревать на средней скорости нагрева. Постоянно помешиваем, чтобы ничего не пригорело, не прилипло. И как только крем хорошо загустел, дожидаемся пузырьков. Они начнут появляться и тут же как будто бы лопаться. Дожидаемся этого момента, еще 30 секунд перемешиваем и затем только снимаем с огня. И благодаря такому моменту крем точно не будет жидким. Горячий крем добавляем в растопленный белый шоколад или шоколадную глазурь. Объединяем все миксером, или если у вас есть погружной блендер, лучше воспользуйтесь им. Теперь добавляем 175 граммов размягченного сливочного масла. И после объединения со сливочным маслом убираем крем в холодильник на пару часов. А после холодильника крем взбивается легко до такого плотного состояния. Ну а теперь займемся сборкой торта. Рецепт этого ванильного бисквита я показала подробно в предыдущем видео. Оставляю вам ссылку в описании под видео. Для пропитки бисквита я использую 250 мл молока. Эта пропитка подходит для домашнего торта. Если вы готовите торт на заказ, стоит использовать именно кипяченое молоко или сахарный сироп. Затем я отсаживаю первую порцию крема с кондитерским мешком. Это делать намного удобнее, так я отсаживаю одинаковое количество крема на каждый корж. На следующий корж я буду класть начинку из безе, поэтому крема добавляю совсем немного, разравниваю все лопаткой и выкладываю корж. Безе получается очень вкусное и хрустящее. Обязательно используйте его только в полностью сухом состоянии. Ни в коем случае теплым не кладите в торт. Края я заполняю кремом, а также на верхушку безе добавляю небольшое количество. Со следующим слоем я делаю все то же самое. Пропитываю бисквит молоком, затем выкладываю крем, разравниваю его лопаткой и выкладываю заключительный корж. И после сборки я закрываю торт пищевой пленкой, немного прижимая ладонями со всех краев, как бы утрамбовывая торт. Ну а затем убираю в холодильник на несколько часов для полной стабилизации. И последний этап, приготовим крем для декора торта. Нам понадобится 115 грамм белков и 230 граммов сахара. Будем нагревать на водяной бане. При постоянном помешивании доводим массу до 70 градусов. Это займет примерно 7 минут. А теперь обязательно протрите дно чаши от остатков воды, для того, чтобы ни капелька воды не попала в чашу для взбивания. Взбивать белки можно сразу на высокой скорости миксера, до плотной, пышной и глянцевой массы. Это может занять примерно 10-15 минут. И не прекращая взбивания, добавляем размягченное сливочное масло по 1 столовой ложке. Как только все масло добавлено, крем взбит, можно приступать к декору. Я выливаю часть крема на торт и буду разравнивать все металлической лопаткой.
Как только торт покрыт первой частью крема, убираю и торт, и крем в холодильник на стабилизацию, а после крем можно еще раз взбить до плотного состояния или, возможно, он у вас хорошо уже стабилизировался и с ним и так удобно работать. Я прохожу лопаткой быстрыми движениями по торту, делая такую текстуру. И вот мой быстрый и простой декор уже готов. Ну а теперь осталось вставить и задуть свечи и посмотреть разрез торта. Каждая свеча – это маленькая благодарность вам за вашу поддержку, комментарии, лайки и за то, что вы смотрите мои видео. Загадывая желание, очень надеюсь, что впереди нас ждет еще очень много вкусных рецептов и красивых тортов. Ну а теперь пробую торт, он получился очень нежным, мягкие бисквитные коржи, воздушный заварной крем на белом шоколаде и хрустящая прослойка из миндального безе. А крем на покрытии торта настолько нежный и шелковистый, что буквально тает во рту. Ну а я с вами прощаюсь, смотрите другие мои рецепты и до новых видео!